В работе у меня сейчас вот такие вот комплекты, топ и трусики бикини. Здесь уже у меня оставшиеся заготовки топов. Это уже топы, которые я бретельчики сделала. Теперь осталось регуляторы поставить и закрепочки. Вот здесь получается все запаковано на верлаке. Не везде, правда, получается идеально резиночки вот так вот состыковать, закрепку на верлаке сделать. Приходится некоторые прям переделывать. Вот. Ну, а если у вас даже получается, ну там 1-2 миллиметра идет разница, то когда перестрачиваете на прямострочке, то там ровненько все становится, ничего не видно. Вот тоже этикеточки уже пришила, показывать не буду. И трусики сейчас покажу. Да, вот так вот вам тогда. Так переверну. Не надо. То же самое трусики. Ну, соединила ластовицу. Ластовица открытая здесь. По ножкам потом распашивалкой прошлась. Это бейка трикотажная, резинка пополамка еще называется. Вот здесь уже бок запакован. То есть сейчас по талии резиночку настрочу и запакую на верлаке. Вот. Тут уже у меня лежат, ждут регуляторов. Самое долгое, я считаю, в этом заказе это вот регуляторы ставить на топы. Ну, в общем, работаем. Фух, ну, в общем, топы дострочила. Это у меня последний. Сейчас я торжественно перережу эту биечку, надеюсь. Вот меточка у меня есть, если вам ее видно на просвет. Вот она. Сейчас. И не видно, но я вижу. Сейчас сделаем. Оп. Все. В общем, топы у меня практически готовы. Ну как практически? Еще полдня работы на них нужно. Но сегодня я работаю на распашивалке. Сейчас сразу их уберем. Все. Остались регуляторы и закреп. Буду перестрачивать. Покажу вам, какой брак вообще бывает. Браков на массовке обычно, ну, не то чтобы много, но он есть. Особенно вот распашивалка. Почему-то вот у нее такого плана резиночка. Вот видите, биечка. Она пропускает иногда стежки. Резинка. Ну, в общем, теперь труселя строчим талию. Погнали. В общем, в промежутках между уборкой, готовкой, игрой с ребенком с горем пополам дострочила все эти пояски. Вот, пришла теперь на верлок. Ну, вот сейчас между собой буду эти детальки разрезать, потому что они у меня идут одна за одной. Вот, так быстрее массовку шить. Значит, разрежу между собой, обрежу лишнее. С одной, с другой стороны совмещу это все дело между собой. Вот так вот. Один край буду строчить, запаковывать сразу, закрепку на верлаке делать. Второй край будет свободный. Но здесь задача будет, чтобы с лица резиночки не съехали. Продолжаем. В общем, победила я трусы. Закрепила бок, но больше намучилась. Вчера даже не успела это сделать, больше было переделок. Вот это вот уже последние я строчила. Что получается? Трусики галочкой. Почему-то в крое у клиента углом сделаны срезы. И я с этим ничего не могу поделать на верлаке. Потом клиент жалуется, что у него вот эта вот часть торчит и отдает на переделку. То есть сейчас мне нужно будет что сделать? Я иду на прямострочку и застрачиваю, вот перестрачиваю на тупой угол. И только после этого буду делать закрепку. Эта работа мне уже как бы не считается в оплату. То есть вот они как посчитали, а то, что дополнительно какие-то есть недоработки, ничего не считается. Ну и переделки, которые они мне отдали, я им отдала S размер и M. Там где-то 4 или 5 трусиков S-ок мне передали, потому что
тоже там вот так торчит, и клиенту это, соответственно, не понравилось, надо будет переделать. Мне за это ничего не оплатится. Вот, соответственно, своему работодателю я сказала, что больше по таким лекалам я шить и заказы брать от них не буду. То есть пусть они там сами тогда на ателье шьют. Потому что это мучение. То, что я могла сшить за полчаса, я шила, ну не знаю, день. Больше порола, ничего не сходится. Плюс еще биечка вылазит, там резиночки, не знаю, ну, здесь получается желание было клиента трехниточный оверлок узкий. Узкий плохо держит вот это вот. То есть нужно либо четырехниткой строчить, часто четырехниткой, либо оставлять иглу именно левую, а правую убирать, чтобы он был шире. Тогда, возможно, вот этого бы острого угла, но ну, все равно бы смягчился. Ну, сейчас на прямострочку иду, надеюсь, что это уже у меня последний рывок будет, хотя бы трусы закончу. Ну, с топами, я думаю, проблем не будет, их просто долго регуляторы вставлять, а так нет. А вот трусы надо еще товарный вид сделать красивый. Вот такой вот угол приходится перестрачивать, и тогда получается уже идеально. Ну и теперь уже закрепку делать. Я, наконец, закончила шить трусы. Я думала, они никогда не закончатся. И я думала, я умру просто за машинкой, когда буду это все делать. Если честно, намучилась с ними вообще капец как. С этими закрепками. Хочется же, чтобы красивенько было. В общем, сейчас приступаю к топам. Топов здесь 40 штук. Ну... Регуляторы тоже не быстро делаются. Вот эти буду маленькие ставить. 0,8. Эти. Это заказчика. Вот эти вот все, это все мое. Вот. Ну, это для удобства я высыпала просто. Вот. Ну, по топам что? Уже заготовила это, ну, для регуляторов, для колечек. Петельки. По топам, на топах сейчас буду размечать вот такой вот ручкой, исчезающей сразу. Центр у меня строчила бейку трикотажную. Центр отмечала, чтобы не перекосило ничего и равномерное было натяжение. Вот, то есть сейчас отмерю сюда, сюда и пристрочу. Ну, надеюсь, что сегодня уж точно закончу. Ну, и мой блокнотик, шпаргалочка. Там, кстати, вот эти вот труселя, брак, я их буду переделывать, но брак потом уже, сейчас еще, скорее всего, в топах будет. В топах один точно будет, я его видела, а там посмотрим. Брак я всегда переделаю в конце, сначала основное все делаю. Ну, начнем. Не прошло и недели, как я наконец доделала эти комплекты. Трусиков здесь 59, топов 47, потому что я какую-то часть малую уже отдавала. В общем, ткань кулирка. Качество отличное, вообще очень хорошее. Мне понравилось, шьется идеально. Распашивалка. Там регуляторы. В общем, ничего сверхъестественного. Топы шились очень легко. Разные расцветки. Почти не успели надоесть. Но с трусами пришлось повозиться. То есть до момента именно запаковки бокового шва все вообще везде идеально. Но когда я дошла до этих боков, здесь такой бочок, здесь вот такой вот бочок. Бока получились такие за счет того, что у клиента лекала. То есть, ну, смотрите, трусики идут галочкой. И вот эти вот верхние части у него выкроены углом, острым углом. И пришлось перестрачивать, поэтому изнанка вот получается вот здесь вот толстовато немного. Вот. Наконец-то дошила эти труселя. Этот заказ. Вот были даже здесь где-то вот бананчики такие были очень нежные. Вообще, на самом деле комплекты очень красивые получились. Но я, конечно, такой фасон не очень люблю. Топ, возможно. Ну и топ я бы все равно маечкой, наверное, сделала. Вот.
Это, в общем, не заказ нашего ателье, на которое я работаю. Это именно клиент обратился для того, чтобы ему отшили. По поводу, наверное, стоимости комплекта. Всем интересно, что, чтобы пошить один комплект... Нет, не так. Угу. В общем, стоимость пошива одного комплекта 100 рублей. А на самом деле эта цена нормальная. И если не учитывать тот момент с запаковкой бока. То есть, если бы было лекало обычное, то есть сглаженные бока, чтобы можно было аккуратненько все запаковать. Ну, в общем, вот так вот. Хотела показать вам всего один день свой, но получилось, растянула на неделю. Все аккуратненько. Ниточки пообрезала уже. Ну, утюжком отпарила. Там, где у меня ручка исчезающая. Здесь ластовица открытая. Ну, в топах то же самое. Один бок стандартный, другой вот запакованный. Здесь швов, получается, по кругу нигде нету. То есть я начинала с бретельки, переходила на пройму, спинку, выходила на пройму и на бретельку. Ну, теперь можно и своими пошивушками заняться. Всем спасибо за просмотр. Если будут вопросы, задавайте обязательно. С удовольствием на них отвечу. Вот. По поводу голоса. Очень многие в своих видеообзорах делают такой сладкий голос. Я, если честно, не могу такие видео смотреть. Даже если очень что-то интересно, но без звука посмотрю, если так. Поэтому вот голос какой есть, такой есть. Вот так. Всем хорошего дня и удачи.